Привет, я доктор Берг. В этом видео поговорим о сахаре в крови. Тема очень важная, но ее часто понимают неверно. Если у вас диабет, если у вас гипогликемия, то есть низкий сахар, или вас волнует, как всего этого избежать, это видео для вас. Вот как это работает. Законы организма таковы, что бы ни случилось, организм должен поддерживать определенный уровень сахара в крови. Уровень сахара, иначе говоря, уровень глюкозы в крови должен всегда быть около 100. В смысле единиц измерения. Это, по-моему, миллиграммы на децилитр, но это не так важно. Это единицы, используемые при анализе крови, и их должно быть около 100. Они могут варьироваться от 80 до 110. Но если сахар в крови поднимается слишком высоко, это называется гипергликемия. Это значит, что у вас диабет. Если же сахар в крови слишком низкий, это называется гипогликемия. Цель организма — поддерживать сахар около 100. И он сделает все. Он порвет ваше тело на части, он разрушит белки в ваших мышцах с одной целью — поддержать нормальный уровень сахара в крови. Все, почти все, что вы едите, в конечном счете становится глюкозой или сахаром. Даже еда, в которой нет сахара. Даже белки и жиры будут расщеплены, и вы, и ваш организм пополнит ими запасы сахара. Сахар используется как топливо и питание для клеток. Это работает вот так. У вас есть большой орган под названием печень. Печень находится справа и весит около 1,5 килограммов, сантиметров 20 в размере. А здесь есть небольшой орган под названием поджелудочная железа. Она вот тут, слева под ребрами. Эти два органа работают в паре. Я имею в виду, что их действия взаимосвязаны, они согласованы. Они контролируют уровень сахара в крови. Однако при диабете печень — наиболее часто упускаемая деталь общей картины. Ее-то мы и рассмотрим. Просто потому, что вот как это работает. Печень контролирует сахар в крови, когда вы не едите. А поджелудочная контролирует сахар в крови, когда вы едите. И они постоянно передают эту эстафету друг другу. Поджелудочная железа производит гормон инсулин. По сути, что он делает? Он убирает сахар из крови. Убирает его. Понижает сахар в крови. Это гормон, который снижает сахар в крови. Это когда вы только поели, и в кровь идет большой приток сахара. Даже если вы не ели сахар, ведь в итоге все превращается в сахар. Когда же вы не едите, вам нужно повышать сахар. И ваша печень выпускает сахар в кровь. Он приходит. И печень делает это при помощи гормона, который очень похож на инсулин, но действует в обратную сторону. Его называют инсулиноподобный фактор роста. Инсулиноподобный, сокращенно ИФР. Не заморачивайтесь этим сейчас. Просто запомните, что это гормон, который... А где он берет сахар? Он берет сахар из двух источников. Первый — это мышцы и печень. Назовем это запасенным сахаром. То есть в организме есть запасенный сахар. Он называется словом гликоген. По сути, это группа сахаров, хранящихся в организме и доступных для быстрого использования. Еще ИФР берет сахар из жиров. Вот два источника, которые можно использовать. Конечно, если вы хотите худеть, цель именно в том, чтобы расходовать жир. В этом функция жира — быть резервом, доступным тогда, когда вы не едите или страдаете от голода, занимаетесь спортом или намеренно голодаете. То есть печень просто берет этот жир, превращает его в сахар и направляет весь этот сахар в кровь, чтобы поддерживать ту самую сотню. Но сначала она тратит запасенный сахар.
То есть тут номер 1, а тут номер 2. И при наличии запасенного сахара, вообще любого сахара, этот жир вообще не будет использоваться. Организм не любит сжигать жир в нормальных ситуациях, если только сахар не закончился. Итак, как это все работает? Поджелудочная регулирует сахар, понижает сахар в крови, когда вы едите. Затем, когда вы не едите, включается печень и снова повышает сахар. Она обращается к резервам и возвращает сахар в кровь, чтобы поддерживать сахар на уровне 100. Давайте кратко обсудим, что происходит, когда сахар уходит из крови при повышении инсулина. Есть 3 ситуации, которые могут случиться. Первое. Энергия от этого сахара может быть сразу израсходована. Например, вы занимаетесь спортом и тратите энергию или бежите марафон. То есть вы едите сахар, он сразу же сгорает. Или номер 2. Он запасается в виде сахара. Это запасенный сахар в вашей печени и в мышцах. Так что для нас это желательный вариант, потому что если он запасается, он не превращается в жир. Мы же хотим запасать сахар, а не жир, верно? Ведь запасенный сахар — это просто источник энергии, но избыток нам не нужен. То есть в теле есть резерв сахара, но для того, чтобы этот сахар запасался, нам необходим калий. Без калия вы не сможете запасать сахар. То есть на каждую молекулу сахара нужна молекула калия, вроде того. Калий действует как своего рода клей, удерживающий сахар. Так что при низком уровне калия человека начинает тянуть на сахар. Почему? Потому что он не может запасать сахар, и ему хочется сахара. Почему? Потому что уровень сахара падает, и тело говорит: «Дай мне сахара». Если вас сильно тянет на что-то, это симптом низкого сахара в крови, хотя на самом деле это нехватка калия. Что происходит, когда людей тянет на сахар? Они едят сахар, так? А следовало бы восполнить калий. Проблема большинства людей в том, что они не знают, сколько калия им нужно ежедневно. В среднем организму нужно 4700 миллиграммов. Это много. В одном банане, скажем, 400 миллиграммов, но есть 10 бананов в день нереально. То есть нашему организму нужно минимум 7 стаканов овощей каждый день. Если вы едите 1-2 стакана, этого недостаточно. Что до таблеток, калия в них по 40 миллиграммов, вам пришлось бы пить их сотнями. Так что необходимо есть овощи. Можно включить кейл-шейк в завтрак наряду с яйцами и прочим. На обед можно съесть много салата, а на ужин еще овощей. Но нам нужно набрать 7 стаканов. И если вы вообще заинтересованы в том, чтобы привести в порядок уровень сахара в крови, то это просто необходимо. Особенно при диабете. Итак, нужны запасы сахара. Если же из крови нужно вывести избыток сахара, и этот сахар не расходуется на энергию, и вам не хватает калия, то этот сахар просто превращается в жир. Он преобразуется в жир. Итак, такова связь между калием и жиром. Если вы не потребляете достаточно овощей или калия, вы будете набирать лишний вес. Вот те 3 варианта, куда может пойти сахар, когда вы его употребили, и поджелудочная выделила много инсулина. Следующее, что мы разберем, что такое диабет. Диабет — это состояние, при котором организм больше не способен регулировать сахар в крови. Это происходит от чрезмерного потребления сахара. Это самая частая причина. Но тут вот что. Диабет 2 типа. Менее серьезный диабет. Первый же тип — это более серьезный тип диабета. При 2 типе проблема кроется в печени, потому что происходит вот что. Есть препарат под названием глюкофаж, иначе он называется метформин. Что он делает? Он делает клетки печени более доступными, более восприимчивыми к инсулину. Он действует на рецепторы в печени. Рецепторы. Он увеличивает проводимость инсулина. Каждый инсулиновый рецептор в печени увеличивается, а всего в печени 200 тысяч инсулиновых рецепторов в каждой клетке вашей печени. Если попробовать представить, на самом деле диабет 2 типа инсулинорезистентный или
резистивный, можно и так назвать. Думаю, лучшая аналогия — это когда вам названивает куча рекламщиков снова и снова, каждый день, в течение года. И вы перестаете брать трубку. Вы не хотите отвечать на каждый звонок. Вы остаетесь как бы резистивны к этому общению, сопротивляетесь ему. Таков диабет второго типа. Это сопротивление инсулину. Затем вы принимаете этот препарат, глюкофаж, который вы начинаете гораздо чаще брать трубку. И теперь вы можете принять это сообщение от инсулина и снизить сахар в крови. Таким образом, противодиабетный препарат понижает сахар в крови. Ведь обычно при диабете этого типа сахар повышен. Проблема в том, что если у вас низкий уровень сахара, и вы принимаете этот препарат, будет еще хуже, так как сахар упадет еще сильнее. То есть эти препараты не стоит принимать, если сахар низкий или в норме, только если он слишком высокий. Проблема в том, что когда сахар в крови падает, люди часто принимают сахарные таблетки, что лишь усугубляет проблему, так как инсулин подскакивает слишком высоко. Подобной ситуации надо избегать. При диабете первого типа проблема не в печени. Это давняя хроническая патология поджелудочной железы. При этом клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин, истощаются. По сути, они просто перестают работать. Так что инсулин больше не производится, и поэтому сахар растет выше и выше. И теперь нужны инъекции инсулина, чтобы снижать сахар. Приходится следить, чтобы каждый день вовремя его колоть и все прочие трудности. Вот в чем разница между этими двумя типами. Второй тип — проблема в печени, первый тип — в поджелудочной. Первый хуже, потому что при нем инсулин вообще не вырабатывается. При втором типе инсулин есть, но он не влияет на печень. Вот как соотносятся эти два типа. Но изначальная причина в том, что наш организм не рассчитан на то, чтобы потреблять 67,5 килограммов сахара в год. Наши тела не рассчитаны на то, чтобы потреблять столько сахара, сколько мы едим. Даже в детском питании избыток высокофруктозного кукурузного сиропа. Все эти соки, которыми поят детей, и в нашем рационе, газировки и все такое. Мы едим слишком много сахара. Клетки просто не рассчитаны на такое. Это приводит их прямо к истощению. Поэтому вокруг так много диабетиков. Но нужно понимать, где источник проблемы. В следующей части я расскажу еще более подробно об этом цикле. Итак, смотрите. Мы говорим о печени и поджелудочной, о гормоне печени и о гормоне поджелудочной железы. Удивительнее всего то, что этого гормона в 100 раз больше, чем инсулина в количественном отношении. Другими словами, соотношение у них 100 к 1 в плане выполняемой работы. Большую часть работы по регуляции сахара в крови выполняет печень. При этом мало кто уделяет должное внимание тому, как важна печень для регуляции сахара в крови. Это один из важнейших моментов для сохранения здоровья при попытках нормализовать сахар. Просто потому что печень проделывает работу в 100 раз большую, чем инсулин. Но все говорят лишь про инсулин. Почему? Как это произошло? Почему врачи об этом не знают? Почему они не доносят эту информацию до нас? Дело вот в чем. Я нашел причину. Я посмотрел, в каких единицах измеряется ИФР, этот гормон печени, и они отличаются от единиц, в которых измеряют инсулин. То есть ИФР измеряют в нанограммах, а инсулин — в микромолях. Это как сравнивать яблоки и апельсины. Так невозможно увидеть эту пропорцию 100 к 1. Иначе говоря, это как сравнивать длину в сантиметрах с длиной в дюймах или как там его, Фаренгейт с Цельсием, или галлоны с унциями. Когда измеряешь две взаимосвязанные вещи, они должны быть в одних единицах. Если же они в разных единицах, то легко упустить тот факт, что печень в 100 раз более важна, чем поджелудочная железа. Что же тут такого? Как нам поможет эта информация? Все, что нам нужно сделать, если мы хотим улучшить регуляцию сахара в крови и устранить диабетические состояния, это усилить печень. Если улучшить работу печени на 20%, вы, по сути, можно снять 80% нагрузки с поджелудочной железы. Вы получите огромное облегчение по уровню сахара в крови. Производящие инсулин клетки, которые были истощены,
перенапрягаются именно из-за большого притока сахара. Что следует сделать? Снизить нагрузку на эти клетки, чтобы спасти их. Итак, смысл в том, что нужно усилить печень совсем немного, чтобы существенно облегчить нагрузку на поджелудочную. Просто потому, что печени приходится выполнять львиную долю работы. Из-за этого у многих печень повреждена. Но до поры до времени в анализе крови это не проявляется. Когда вы разрушаете печень избыточным потреблением алкоголя, или избытком приготовленной еды, или вредной еды, или недостатком овощей, потому что печень можно восстановить сырыми овощами. Поэтому я призываю всех начать с оздоровления печени. В 10 главе моей книги, потому что если вы улучшите работу печени, этим вы решите массу различных проблем. Далее, возраст. С каждым десятилетием вы становитесь старше. К 50 годам у вас снижается выработка гормона роста. Вы могли слышать о связи гормона роста с замедлением старения. Гормон роста — важнейший активатор, стимулирующий печень вырабатывать гормон ИФР, который регулирует сахар в крови. По сути, ИФР, инсулиноподобный фактор роста, это продолжение гормона роста. Они действуют почти идентично. То есть гормон роста очень важен для регуляции сахара в крови. Нам нужен высокий уровень гормона роста. Допустим, вы едите не так много сахара. Проблема может быть в том, что вы просто стареете, и печень просто уже не получает столько гормона роста. Есть способы повлиять на него, но факт в том, что гормон роста со временем снижается. И надо еще строже следить за питанием, потому что регуляция печени работает уже не в полную силу. Гормон роста дает тройной эффект. Он сжигает жир, тратит запасы жира на поддержание сахара в крови. Также он оказывает антивозрастное действие. И еще он защищает ваши белки. Его еще называют гормоном-хранителем белков. Это значит, что он предохраняет белки от превращения в сахар и расходования их как топлива. Так что он защищает ваш белок. Какой белок? Коллаген. Вы избегаете вот такого: дряблая кожа, отвисший живот, вот это все. Также он защищает вашу хрящевую ткань и коллаген в коленях, в плечах и в других суставах. Так что гормон роста очень важен, так как он защищает мышечный белок от распада, который происходит под воздействием кортизола от стресса. Кортизол как гормон разрушительно действует на клетки, когда вы переживаете стресс. Он разрушает мышечный белок, особенно в бедренных мышцах, поэтому вы не можете привести их в тонус, ведь у вас слишком много кортизола и мало гормона роста. И мы пытаемся повернуть этот процесс вспять. И как же это сделать? Во-первых, интенсивные упражнения очень хороши в форме интервальной тренировки. Очень важны для повышения гормона роста. Это совсем коротенькие тренировки, секунд 30, потом 3 минуты отдыха и так несколько раз подряд, через день, вместо беговой дорожки. Это повысит уровень гормона роста. Но если вы в стрессе и не спите, тогда вам нужна ходьба. Но в итоге надо перейти к интервальным тренировкам. Во-вторых, сон. Надо спать по 7-8 часов, чтобы уровень гормона роста оставался высоким. Кроме того, вам нужно сделать печень здоровой. Нужно укрепить печень. Вам нужно защитить печень, улучшить ее функцию. Отсюда вопрос: какие же продукты нам в этом помогут? Мой любимый продукт. Вы угадали. Кейл, кудрявая капуста. Все крутится вокруг кейла, правда? Мы говорим об этом в каждом видео. Кейл — это суперфуд для исцеления и защиты печени, потому что печень обожает горькие овощи. В кейле мало сахара, и кейл очень полезен для восстановления работы печени. И когда вы пьете кейл-шейк по утрам, это укрепляет вашу печень, дает вам много калия. У вас повышается гормон роста, понижается инсулин, вас меньше тянет на сладкое. Вы можете лучше бороться со старением, уберегать белки от распада. Множество людей нормализовали сахар в крови при помощи кейла. Итак, надеюсь, это видео помогло вам понять базовые моменты о сахаре в крови. Пользуйтесь и увидимся в следующем видео.